Okay, it might be useful. So Sergey, I'm going off script a little bit here, but I think it might be useful to show these genetic files and how you can view them. Так, ну, может быть, Шерил предлагает сначала, перед тем, как перейти к упражнению, все-таки зайти в оболочку DSAT и показать вам, где находятся вот эти файлы с генетическими данными. Okay, so in the DSAT shell, if you go down to the data section and Вот click on genetics, мы открываем основную оболочку, да, это, с этим мы уже окном знакомы, и заходим в папку Data, то есть данные. Там внутри этой папки Data, данные, будет находиться папка Genetics, то есть генетика. and now you can browse through the different genetic files just like you're browsing through experiments. So if I go to legumes and then soybean. Ну и, соответственно, тут уже структура вот этой папки или, скажем так, библиотеки, она такая же, как в любом другом проводнике. Мы видим, выбираем ту папку, которая нас интересует, например, там по бобовым культурам или там по сое. Вот сейчас зашла Шерил Soybean, кликаем на папки и на окошке выводится, то есть в окне выводятся файлы, которые есть по сое. So under soybean, you can see the cultivar ecotype and species file. I clicked on species. Ну и вот, как и рассказывал Геррит, есть 3 файла, то есть по сорту, по экотипу и по виду. Сейчас Шерил нажала на файл, кликнула на файл по виду. So all of those parameters that Garrett just explained are contained in this file for soybean. Все вот эти параметры, о которых говорил Геррит в своей презентации, они вот здесь и в этом файле и содержатся по сое. And for example, the phenology parameters. Например, фенологические параметры. Я вот сейчас прокручиваю. Yeah, so there's a section on phenology that has the base temperature, the 2 optimum temperatures, and the minimum temperature. Прокрутив, вот сейчас Шерил это сделала, прокрутив вниз страницу файла, потому что он такой, видите, большой, мы находим фенологические параметры, раздел специальный, да, и у нас здесь вот как раз-таки вот эти первая оптимальная температура, вторая максимальная температура, все, что касается сои. I'm sorry, this is maximum. I had said minimum. And these are the sets of parameters for vegetative, early reproductive, and late reproductive. So all of these parameters are defined outside the model, and they're defined differently for every species. И вот как раз-таки мы видим здесь, это у нас параметры вегетативного развития, раннего репродуктивного развития и позднего репродуктивного развития. Они все разные, как Гарри тоже говорил в своей презентации, и они все работают, они как бы вынесены за пределы, то есть они за пределы модели. And then we can also look at the ecotype parameters. Здесь вот параметры по экотипу. And also the cultivar parameters. И по сорту. And in these cultivar parameters, for every cultivar, we have a different set of parameters. И, как видите, для каждого культивара, для каждого сорта есть свой набор параметров, значений по параметрам. So for your exercise that you'll be working on for the next 2 weeks, you'll be working with these soybean cultivars. На протяжении следующих 2 недель вы как раз-таки будете выполнять упражнения по сое. And for what I'm going to demo today, I'm going to go up to the cereals wheat. А сегодня я вам покажу, как с этим можно работать. Мы поработаем с пшеницей. And we'll be looking at the series wheat cultivars, which is shown right here in the actual series wheat cultivar file. И мы, в частности, будем работать с сортами, с культиварами пшеницы, урожайность которых моделируется модулем Series. So for series wheat, there are 7 cultivar parameters that we will, if I have time, I'll get through all 7 of them,
but we'll explore how we can use the sensitivity analysis tool to see what the effects of these different cultivar parameters are. Для сортов пшеницы, которые моделируются внутри модуля Series, есть 7 параметров. Вот вы их сейчас видите на экране. Я надеюсь, что у нас будет время пройтись по всем из них, но в любом случае посмотрим, как изменение вот этих коэффициентов будет влиять на чувствительность. Okay, so I'm going to start by finding the sensitivity analysis tool, which is in the accessories toolbar. Так, начинаем работу с того, что находим инструмент по анализу чувствительности в панели инструментов слева. Okay, so I'm going to open the sensitivity analysis. То есть я кликаю. And I want to choose wheat. Выбираю пшеницу. And for this demo, I'm going to go back to the wheat. This is the water and nitrogen sensitive experiment that I demoed a couple of sessions back. И для целей просто демонстрации, как это все работает, я выберу один из экспериментов. У нас был азотный и фосфорный эксперимент с азотным и фосфорным стрессом. Мы его делали как-то. Okay, so what I want to look at is the effect of these genetic parameters on one treatment. And I'm going to choose the irrigated high nitrogen treatment to look at. This is the least stressed treatment. И я просто хочу показать, как изменение вот этого коэффициента генетического влияет на реакцию модели. Мы выбрали эксперимент с оптимальными условиями, то есть это орошаемый рост, и помните, у нас было 60, то есть 0, 60 и 120 килограмм азотных удобрений внесения, то есть выбираем самые оптимальные условия. Okay, I'm going to select the genetic coefficients option on the left panel. В левой панели управления можно выбрать генетические коэффициенты. Вот вы видите сейчас genetic coefficients по-английски. Okay, so it already knows that I want to work with the series wheat model because that is the experiment and the treatment that I selected. Видите, система уже автоматически знает, к какому файлу обращаться. То есть вот здесь указан адрес, да, и видно, что система будет обращаться к файлу по пшенице в модуле Series по сорту. Okay, and so it has picked up the genetic coefficients in that file we just looked at. So it's the wheat series 047 CUL file. То есть система, в общем-то, сделала то же самое, что мы делали пару минут назад. Она залезла вот в этот файл, который мы видели, да, wheat series 047 по культивару, да, и вытащила оттуда данные. And you can see here in this table, these are the cultivar parameters that it has just read from this file. И вот здесь в таблице как раз-таки и отражены значения по тем параметрам, которые система вытащила из файла. So for that particular experiment, we had chosen the default cultivar to use for that particular experiment. It was a wheat experiment near Almaty. And not knowing anything more about the cultivar, I chose to use the default wheat cultivar. Для этого эксперимента мы выбрали условия или параметры по умолчанию, default по-английски. Помните, там у нас был эксперимент, мы моделировали пшеницу где-то недалеко от Алматы, и, в общем-то, ничего другого у нас никаких данных не было, поэтому выбрали default по умолчанию. So that default cultivar becomes my template for running the sensitivity analysis. И поэтому вот эти данные, они становятся как бы таким шаблоном, который я использую для прогона анализа чувствительности. The sensitivity analysis tool will change one parameter at a time. So it's a one at a time sensitivity. So as I change values of a parameter through a range,
all the other parameter values will remain the same as my template cultivar. И, как мы знаем, анализ чувствительности, он проводится по, скажем, по каждому параметру отдельно. Я вот сейчас буду выбирать из списка коэффициентов разные коэффициенты, но будет изменяться только одно значение из значений по умолчанию. Okay, and if I wanted to, I could change my template cultivar, but I'm going to leave it at default. Но я, вот видите, могу выбрать из списка вообще культивар или сорт, который я буду, данные по умолчанию, по которому я буду использовать, но я оставлю вот этот вот дефолт наш изначально. So the other thing we see about this cultivar file is that we have listed recommended minimum values and maximum values for each parameter. Что еще вот из этого файла мы видим? Что мы для каждого параметра внесли в систему минимальные и максимальные предельные значения. So not all of the cultivar files have this. You will not see this in the soybean cultivar file, but it does make our job a little bit easier when we want to look at the sensitivity analysis and that we know what the bounds of those parameters are. Эти данные есть в файле не по каждому сорту, например, по сое, там этих предельных значений вы не увидите, но это отчасти облегчает нашу работу, потому что мы знаем, по крайней мере, внутри какого диапазона мы находимся. Okay, so I'm going to start with the P1V cultivar parameter. This is a vernalization parameter that Garrett explained before. Начнем наш анализ с первого коэффициента. Это у нас коэффициент P1V. В своей презентации Геррит говорил, что это у нас коэффициент по яровизации. So this defines the amount of vernalization or the accumulation of cold temperatures required for floral initiation. То есть мы помним, да, что этот параметр отражает количество холодных дней или дней с низкими температурами, которые растению необходимо накопить до начала цветения. A value of 0 means that vernalization is not important for this cultivar, and higher values mean that it is more sensitive to cold requirements. 0 означает, что какой-то данный определенный сорт не чувствителен к яровизации. Ну и, соответственно, если значение выше 0, это уже будет говорить о том, что растение чувствительно к этому параметру. Okay, so I want to vary this between the minimum of 0 and a maximum of 60. Я хочу, чтобы эти значения находились у меня в диапазоне минимальное значение 0 и максимальное значение 60. So I'm going to give a starting value of 0. То есть начальное значение минимальное у меня 0. I'm going to increment by amounts of 10. Шаг изменения 10. And I'm going to do 6 iterations. И 6 циклов. 6 повторений. And this is the number of decimal places that will be written to a temporary cultivar file for this parameter. Это количество, decimal places. Decimal, yeah, so when it writes, so it's going to take these parameters and write to a file, and the format of that file, the precision of the value is defined by the number of decimal places that are written. Этим мы определяем количество знаков после запятой, да, количество знаков после запятой в десятичных дробях. Okay, so I'm going to click Go. Итак, нажимаем Run, Go, то есть запуск. And now we can see a list of treatments. So this is actually going to create a file X. It's going to create a new cultivar file with these 7 different cultivars that it's creating, where it changes
this P1 value between 0 and 60. And then now we can run the experiment and the treatments and see what the effect of that one parameter is. Что система сделала? Видите, она создала 7 файлов отдельных по этому коэффициенту, которые соответствуют каждому изменению. Да? Вот у нас был шаг 10, то есть 10, 20, 30, 40 и так далее. По каждому из этих это уровень чувствительности к параметру. Okay, so, для каждого из них будет по данному сорту будет создан файл. okay. So for this particular experiment, I had created, in the demo, I had created file A and file T. This copy experimental data will copy that in so I can compare my results to data that were measured in the field. Помните, для этого эксперимента у нас был, то есть мы создали файл A и файл T, и я вот здесь кликаю на Copy Experimental Data, то есть скопировать экспериментальные данные. Соответственно, эти данные будут сопоставлены с данными файл A и файл T. Okay, now when I select Create Experiment, it Нажимаем will кнопку write the new «Создать file. эксперимент». Система выводит окно о создании нового файла и его сохранении. And so note that it's working in a different directory. It is not going to overwrite my wheat file in the wheat directory. It's going to do all the work within this separate sensitivity analysis work directory. И вы видите, что мы находимся в другой папке. То есть система, когда я запрашиваю сохранить, создать новый файл, она не, скажем, не стирает те файлы по пшенице, которые у меня уже были, а в папке sensitivity, то есть чувствительность, создается новый файл. Okay, so I save. Сохранить. And it's asking me, is it okay to delete the old? It is. Спрашивает, можно ли стереть старый файл, да. And I'm going to run the model. И прогоняем модель. Okay. So I can go to the Analysis tab, and this will allow me to bring up different files and look at them in gbuild. So I'm going to choose plantgrow.out. Так, заходим в окно Analysis, то есть анализ, выбираем необходимый нам файл, нажимаем Plot, то есть отобразить на графике. And this will bring up gbuild. И автоматически мы видим, появляется окно gbuild. Okay, so I can see my 7 treatments that were created with the different values of P1V. Я вижу вот здесь, да, 7 различных файлов, которые соответствуют различным значениям по коэффициенту P1V. Okay, and we can also see that it did use the file T. I've got some bold values of variables that were also read from file T. И мы видим также, что система использовала файл T, который был создан ранее, вот выделенные параметры, по которым в файле есть данные. But the first thing I want to look at here, because this is a vernalization parameter, I wanted to look at the vernalization factor for each of the treatments. Но так как мы, помните, мы работаем с параметром яровизации, мне вот очень интересно посмотреть на коэффициент яровизации. И поэтому я здесь кликаю на этой переменной. Okay, so I click next. Выбираю ее. Okay, so we can see that all of the treatments start out with a high vernalization rate. So it has a high effect on the development. So it's accumulating cold hours. Мы видим, что по всем опытам у нас все вот эти разные значения, все сорта очень чувствительны к яровизации. The exception is where we set the vernalization factor to 0, there is absolutely no effect of vernalization on growth of this particular С единственным исключением, это, значит, сорт, который у нас там, помните, мы задали нулевое значение, то есть нулевая чувствительность к яровизации, и, соответственно, вот здесь нулевая зависимость, извините, нулевая чувствительность
как раз и отражена. Линия у нас кривая по нулю проходит. And as we increase the value of P1V, we get increasingly higher impacts of vernalization. И по мере увеличения вот этого коэффициента P1V мы видим, что это все больше и больше влияет на развитие и рост. And so the maximum value of P1D has the highest vernalization requirement and takes the longest amount of time to reach the required vernalization. И, соответственно, при максимальном значении коэффициента P1V сорту требуется самое большое количество циклов низкой температуры для достижения необходимой степени аэробизации. Oops, sorry. So let's go back and see what some of the effects are on some of the other parameters. I'm going to switch that. Давайте посмотрим, как это влияет на некоторые другие параметры. Например, I'm going to look at leaf area index first. На листовой индекс листовой поверхности давайте посмотрим сначала. Okay, for the lowest vernalization requirement, we have earlier development but lower total growth. Для самого минимального значения, для нулевого, то есть чувствительности к аэробизации, мы видим ранний рост, но низкое общее развитие. And as we get higher and higher values of P1V, development is delayed, but the ultimate leaf area index is highest with the highest P1V value. Но по мере увеличения значения параметра P1V мы видим, что развитие затягивается, но потом при высоких значениях P1V площадь листовой поверхности все больше и больше она повышается. So you might remember our default value of P1V was 5, so somewhere between here and here. Помните, у нас по умолчанию значение коэффициента P1V было 5, то есть где-то вот между вот этими двумя кривыми, между ними. And indeed, our observed values are between these two. So we characterize that growth and development correctly with the default cultivar. И вот как раз точки, которые только что отражались на экране, вот они. Это у нас наблюденные данные, и мы видим, что модель правильно смоделировала. So it indicates that our P1V in the cultivar we used was probably pretty good for this experiment. И это что нам говорит? Что тот сорт или культивар, который мы использовали в нашем эксперименте, в общем, мы сделали правильный выбор. Хорошо модель реагирует. Okay. Any questions? I'm going to show a couple more variables here and then move on to the next parameter. Какие-то, может быть, есть вопросы у вас? Если нет, тогда я перейду к следующему параметру. Okay. I think we're actually running out of time though, aren't we, Garrett? Вообще у нас время осталось? Little bit. Немножко. Okay. Let me just show tops weight on this. And so Ну, here, this is tops быстренько weight. пройдемся по массе надземной части растения. So again, we can see that with the lowest P1V, development is more rapid, but it actually cuts off a little bit earlier. Также с минимальным значением коэффициента чувствительности к ервизации рост у нас быстрее проходит, но то есть развитие быстрее, но рост потом как бы затухает. And as we go into higher and higher values of P1V, the development is delayed due to that vernalization requirement. Но по мере увеличения значения коэффициента P1V мы видим, что развитие замедляется, но
рост происходит более оптимально, то есть в зависимости от количества вот этих вот дней или циклов низкой температуры для гербизации. Okay, one more variable. Let's look at the harvest, Давайте the посмотрим actual на harvest product. массу урожая. Okay, so here, this is the grain weight over time, and you can see that delay due to the vernalization as we get higher and higher P1B values. В общем-то, это просто масса зерен, да, которая есть в растении. И также по мере увеличения значения параметра P1V мы видим, что формирование этих зерен во времени немножко замедляется. And our default value that was used in the actual experiment is somewhere between these two. This is the 0, this is the 10, and we had a value of 5. И, как я уже говорила, наше вот дефолтное по умолчанию значение, оно находилось где-то между нулевым значением и между 0 и 10, то есть где-то 5, да, в среднем. Где-то вот здесь. Okay. So I'd like to go on to the second parameter, but I'm going to stop and see if we have time to do that, or should we wrap things up? Go ahead and do the second one. Okay. Давайте тогда Right, еще пройдемся по второму параметру. Время у нас есть немножко. Okay, so close gbuild and close that window, and I'm going to go back to genetic coefficients in the sensitivity analysis. Закрываем gbuild и возвращаемся к исходной таблице инструмента по анализу чувствительности. And I'm going to select the second cultivar parameter P1D. Выбираем второй параметр. Это коэффициент P1D. This is the parameter that controls the sensitivity to day length or photo period. Это коэффициент, который отражает чувствительность к продолжительности фотопериода или к продолжительности светового дня. We're going to give it a starting value of 0. This is no sensitivity to day length at all. Опять же, предельное минимальное значение зададим 0, то есть никакой чувствительности нет. Максимальное. And so I'm going to start with 0 and do 8 iterations with an increment of 25. Шаг у нас 25 и количество циклов 8. That will give us the full range from a minimum of 0 and a maximum of 200. Это даст нам полный, то есть это охватит полностью диапазон от 0 до 200. And we can remember that our default value was 75 for this particular experiment. Но я напомню, что по умолчанию по этому параметру максимальное значение у нас было 75. Okay, I'm going to hit go. I'm Нажимаем going кнопку to Go. create an experiment, Создаем эксперимент, and I'm going to run the model. прогоняем модель. And let's look И at давайте plantgrow.out. посмотрим на файл plantgrow.out. Выбираем Okay, for все this погоны. one, this is the day length sensitivity. So let's scroll down and look at the day length factor for development for each of our Давайте посмотрим treatments. на фактор или коэффициент продолжительности дня, влияние его на развитие. So this is the factor that will delay or slow growth due to day length. Это фактор или параметр, который будет замедлять внутри модели, замедлять рост в зависимости от количества световых дней. Извините, от продолжительности светового дня. We go from a value of 0 for the one that has no sensitivity to day length. Опять же, здесь у нас 0, да, то есть нулевая чувствительность к продолжительности фотопериода. And up to the most sensitive. И до самого чувствительного. And at this day 40, none of the cultivars that we are looking at were sensitive to day length after that point. Мы видим, что после 40-го дня ни один из сортов, который мы выбрали для этого эксперимента, не чувствителен. То есть все они не чувствительны к продолжительности фотопериода после 40-го дня.
Okay, so let's now look at what effects this has on some of the growth. Давайте посмотрим, как это влияет на некоторые параметры роста. So we'll look at leaf area index first. Индекс листовой поверхности. And we go from 0 sensitivity up to maximum sensitivity. So what it's doing is delaying growth. Нижняя кривая – это у нас нулевая чувствительность, самая верхняя, соответственно, самая высокая чувствительность. То есть, опять же, у нас замедляется рост. And our default parameter, or our default cultivar, had a value of 75, which is here. Для сорта по умолчанию у нас было значение этого коэффициента 75. Вот это у нас кривая, вот это. So if we were calibrating this cultivar, we might want to zero in and look at values of 50 through 100 and try to get as close to the actual measured values as possible. Ну и, соответственно, для калибровки этой модели нам нужно было бы, наверное, где-то сократить наш диапазон от 50 до 100, то есть работать вот в таком диапазоне и попытаться максимально приблизиться к наблюденным данным. Okay, let's go back and look at the tops weight. Давайте посмотрим на массу надземной части. And again, we see that as we increase that sensitivity to daylight, it does delay growth. И опять же мы видим вот увеличение вот этого коэффициента чувствительности к продолжительности фотопериода действительно замедляется, то есть увеличивается количество дней. And we'll do the same, look at harvest weight. Ну и теперь массу урожая. And we also see that same kind of delay. Ну, вот эта вот задержка, да, или опоздание, или замедление, оно видно и на этом графике. It's interesting that the highest grain growth is with a value of 125 for this particular year in this particular experiment. Что очень интересно, вот максимальное количество урожая, массы урожая, оно соответствует сорту, у которого чувствительность 125. Именно вот в этот год и в этом регионе. Okay, so I'm going to close out of here. Выходим and с go программы. back. Do we have time for another, or should we stop here? Do a G1 or G2. Okay, so let me go to G1. Еще один параметр. Пробежимся, посмотрим. G1. Okay. And here we're going to, in order to get the full range from 10 to 50, I'm going to start with a value of 10. Значит, мы будем работать в диапазоне, вот задаем от 10 до... Give it an increment of 5 with 8 iterations. Did you say from 10 to... Yes, G1 goes from 10 to 50. От 10 до 50, шаг 5, 8 циклов. And just a reminder, the G1 parameter is the kernel number per unit weight. So it's it controls the number of grains that you'll get in the model. И напомню, что этот параметр, он отражает количество зерен на единицу массы. То есть, да. Okay, so I'll click Go, Create Experiment. Все то же самое, создаем эксперимент, окей. And run the model. Прогоняем модель. Again, plant grow. Файл plantgrow.out. Отображаем графически все опыты, все прогоны. So because this parameter controls the grain number, I want to look at the number. So the actual units of the parameter are grain per gram of plant weight. And I'm going to look at the grain number per square meter. So this is per land area.
В самом начале интересно посмотреть, конечно, на количество, да, зерен. Вот я поэтому кликаю на этой переменной number, то есть количество. Нас, в конце концов, конечно, интересует количество зерен на единицу массы всего растения, но в данном случае у нас есть в том числе переменное количество зерен на единицу площади, на квадратный метр. And we can see that the response to the number, the grain number, is linear in response to our value of G1. И мы видим, что реакция модели соответствует линейной функции на изменение параметра коэффициента G1. Okay. So I'm going to go back now and look at some of our values that we have measured data for. So let's look at the harvest product to begin with. Ну а теперь посмотрим, насколько у нас смоделированные данные соотносятся с теми наблюденными данными, которые у нас есть по трем переменным. Okay, so we can see for the smallest G1, we have the slowest growth rate and the lowest yield. Мы видим, что для самого минимального значения коэффициента G1 у нас самый медленный рост и самый низкий урожай. Our default cultivar that we used in the experiment had a value of 30, which is this one, which is pretty close to that measured value. У нас по умолчанию был сорт, то есть его по умолчанию значение, чувствительность этого коэффициента было 30, и мы видим, что модель достаточно близко себя показала к наблюденным данным. For the values we looked at, that also seems to be the optimum value for this particular experiment. As we get higher values, и для данного эксперимента вот это как раз-таки значение, как показывает график, наверное, является оптимальным, потому что по мере изменения значения коэффициента G1, вот сейчас Шерил кликает на разных кривых, вот сейчас на 50. So we вот это у seem нас to have hit the оптимально. optimum with this particular value, and yields drop off after that. Это у нас, вот она проходит по различным кривым, и, судя по всему, значение коэффициента G1 30 является оптимальным для этого эксперимента. Okay, Garrett or Baktong, you want to add any more commentary on this? Not really, no. I mean, one thing is the number of days to maturity is not affected by these growth parameters. So this, that's okay. Yeah, so that's an important observation, is that the timing, the timing to maturity, the timing for when grain growth starts is not affected by this parameter. Вот сейчас Гэррит сделал комментарий, что видно, что этот параметр не влияет на количество дней до момента начала созревания, то есть формирования зерен. Okay, and just quickly look at tops weight while we've got it. Давайте быстренько посмотрим на массу, как этот параметр влияет на массу надземной части. And for this one, the tops weight is actually highest for our lowest value of G1 and lowest for the highest value of G1. Здесь мы видим обратную зависимость, то есть самая большая масса надземной части соответствует самому минимальному значению коэффициента G1 и наоборот. Okay. Any other comments before we wrap it up? Так, может быть, какие-то есть вопросы или комментарии перед тем, как мы закончим? Can we look at the leaf area index as well? Just Sure. curious what's happening there. Доктор Шелли предложил посмотреть, что происходит с индексом листовой поверхности. Okay, it doesn't have much effect on leaf area index until very late in the season after the grain growth starts. Мы видим, что этот параметр имеет, почти не имеет никакого значения на индекс листовой поверхности практически весь
в течение всего вегетационного сезона, пока не начинается формирование зерен. So for the higher values of G1, there's more partitioning to grain, and so the leaf mass falls off more quickly. Мы видим, что для минимального значения, I'm sorry, is it maximum or minimum? So the one that's highlighted is the maximum, and Okay. in that case, the leaf growth is at a It's maximum. minimum when we maximize the grain growth. То есть вот здесь мы видим максимальное, эта кривая соответствует максимальному значению коэффициента, и при максимальной чувствительности к этому коэффициенту у нас количество или скорость формирования новых листиков минимальная. Распределение происходит в сторону листьев, меньше, больше уходит В сторону зерна. Да, в сторону зерна. Извините. Okay. All right, I think that we can leave it there since we're past the end of our time, and if we could go through a few more after we close if people are interested and want to stay on. Ну, наверное, на этом можно закончить, потому что мы и так уже, скажем так, выбились из нашего графика. Но если у кого-то есть возможность остаться и есть еще время, то можно еще по некоторым параметрам посмотреть, что происходит. So, are there any further questions about what Cheryl just did, about the concept of sensitivity analysis, concept of genetic coefficients, and changing the values? Может быть, есть какие-то вопросы у вас, либо по тем упражнениям, которые вот сейчас Шерил выполняла, либо в целом по генетическим коэффициентам? Пожалуйста. So the exercise you have received already, you're using the sensitivity analysis tool as well, but rather than working with wheat, you'll be working with soybean. I realize the crop you might not be very familiar with. Ну вот так же, как Шерил работала в инструменте по анализу чувствительности, но по пшенице в рамках упражнения, которое у вас уже есть, которое вы будете выполнять, вы то же самое будете пробовать делать с соей. I don't know which one they're using, but this is just an example of what it will look like for you. Вот так примерно это будет выглядеть. There are many more parameters for soybean. Но для сои очень много параметров. So you'll see here the headers, some of the same ones I had in my presentation. Вы здесь в этой таблице увидите некоторые коды, которые Геррит в своей презентации тоже использовал, то есть показывал вам. So where Cheryl's mouse was the critical short day length, photoperiod sensitivity, and number of days for emergence to flowering to first shell, and from flowering to first seed, and then seed to physiological maturity. Ну вот видите, здесь у нас первая колонка это CSDL, то есть это критическая продолжительность светового дня, PPSEN это чувствительность к фотопериоду, появление EMFL, появление первого ростка до формирования первого цветка и так далее. So no more questions, comments? Пожалуйста, какие-то вопросы, комментарии? I'd like to ask one question that might be in interest of our participants. They are not asking, but as they have the limited number of experimental data, they themselves cannot conduct any measurements. So what are the minimum set of the variables
they need to have the values in order to get those coefficients rightly later. Rightly. Oh, that's a very good question. It's a very challenging question. Вопрос задал доктор Вахтанг Шелли. Он спросил у Герита прокомментировать, скажем так, количество минимальных данных, которые необходимо для впоследствии для расчета вот этих коэффициентов. I mean, ultimately, we want to get predict yield correctly, so we need to have at least yield. Ну, так как наша цель стоит в прогнозировании урожайности, то, ну, как минимум, это данные по урожаю. As Cheryl showed a little bit in her sensitivity analysis, some of these coefficients define the number of days to flowering and the number of days to maturity. So we need to have at least some information on the number of days from emergence or planting to harvest or maturity. Так же, как Шерил показывала в том упражнении, которое она делала, были коэффициенты по количеству дней с момента появления первого ростка до начала цветения и с начала цветения до начала фазы созревания. То есть потребуется также хорошо бы иметь вот эти данные. So I know flowering date is more challenging, but again, it's fairly important because the model differentiate between the vegetative growth and reproductive growth, that we have a rough idea when the plant flowers. Я понимаю, конечно, что данные по дате начала цветения сложно, да, собрать, но это очень важный фактор, потому что тогда система для себя уже определяет, да, она должна понимать, когда происходит вегетативный рост, когда репродуктивный. And it would be good to also know a little bit about the yield component, so at least to know grain size, which might be not measured, but might be obtained from a breeder, so we can determine the grain size and then a number of grains. Ну и также было бы хорошо иметь какую-то данную по самому зерну, то есть, например, размер зерен, и понятно, что если эти данные не замеряются как-то в поле, то можно, по крайней мере, получить эту информацию от... So Cheryl showed in her presentation some of the time series data, and we realized those are very difficult to obtain, so they're not critical for calibration, but they help to improve the calibration process. I'm sorry, by breeder, did you mean a company or a scientist breeder, or? Both. Could be a seed company, could also be a scientific breeder, yes. Ну, то есть эти данные вот по размеру зерна, да, можно получить либо, скажем так, от специалиста, селекционера, который владеет этой информацией, либо от компании, которая занимается, например, там, продажей семенного зерна. Вот. Но и что касается тех упражнений, тех параметров, по которым прошлась вот сейчас Шерил, они, в общем-то, конечно, не критичны, но существенно влияют на рост и развитие растения и на поведение реакции. So already that's a long list, but again, it's a challenge of trying to have an accurate prediction with minimum data. Ну, я понимаю, что это, наверное, уже слишком много, да, слишком сложная задача попытаться получить все эти данные, но, опять же, подчеркну, что чем больше у нас реальных наблюденных данных, тем лучше мы можем откалибровать модель, и тем лучше она будет работать.